Его надо заполнить. Я очень надеюсь, что вы посмотрели недавний видос про USDT, потому что именно там рассказывается, какого черта один фантик стоит $1. Что такое обеспечение и почему Тезер — темная лошадка. В этом же видео мы рассмотрим как более приличных ребят, так и тех, кто притягивает азартных личностей и любителей легкой наживы. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Массовая реклама онлайн-школ убедила вас, что дистанционно можно учиться только айтишникам. Но это не так. Прокачаться в личных и даже корпоративных финансах можно в Skillbox. Да, вы не ослышались. Уже известные вам ребята открыли целое финансовое направление. Это направление охватывает вообще всех. Там больше 20 крутых курсов про финансы. Для личного уровня подойдет блок по финансовой грамотности, трейдингу и личным инвестициям. В последнем так вообще спикерами выступают сотрудники Московской биржи. Получить финансовую профессию можно на курсах бухгалтер, финансовый менеджер и инвест-аналитик. Тут можно вкатиться как совсем с нуля, так и подтянуть свои знания начинающим. Ну а для управления кровью предприятий берите курс «Финансовый аналитик». Вас ждет финмоделирование, управленческий и финансовый учет, налоговый менеджмент, расчет безубыточности и много чего еще, что проще самому перейти и изучить. Чтобы перейти захотелось сильнее, вот еще приятные бонусы. Помощь в трудоустройстве, вечный доступ к курсам, на многих курсах год обучения английскому языку бесплатно и дополнительная скидка 20% по промокоду MyGap20. Так что переходите по ссылке в описании и выбирайте свой путь. USD Coin, или в народе USDC, выпускает компания Circle Internet Financial. Кстати, именно через их приложение я купил свой первый биткоин по 300, а эфир по $6. Сказал бы мне кто-то, сколько они будут стоить сегодня. Но моя жизнь вас мало интересует. Куда важнее, что этот Circle зарегистрирован не на каких-нибудь Каймановых островах, а в США. И на самом деле это вот главный лейтмотив раздела про USDC. То, что его отличает от Тезера. По дизайну это примерно все то же самое, но поприличнее и поприлизаннее. То есть, если Тезер у нас плохиш, который спорит с учителями, водится с хулиганами, но при этом выполняет свою функцию, то USDC делает домашнюю работу, приличен до противности и в целом делает все то же самое, что его хулиганистый клон. Но в чем, вы спросите, разница? Ну, смотрите. Компания Circle зарегистрирована в США. Управляется консорциумом вместе с Coinbase. Coinbase — это вообще суперпрозрачная компания, которая зарегана все в том же США и, что более важно, торгуется на бирже NASDAQ. Для тех, кто не в курсе, чтобы начать торговаться на американских биржах, нужно пройти охренеть какую проверку на чистоплотность. Это вам не шиткоин какой-то выпустить. Да и сама компания-производитель USDC также планирует выйти на Нью-Йоркскую биржу. И вот сейчас, внимание. Они подали в комиссию по ценным бумагам и биржам пакет документов для листинга на бирже, который включает в том числе аудированную отчетность. А это здоровенный документ на 300 страниц, который комиссия приняла. Затем, касательно отчетности. С одной стороны, структуру резервов расписывают неподробно. В отчетах заявляется, что выпущенные фантики реально подкреплены номинированными в долларах активами Circle. Но даже в отсутствии структуры есть вот такое заявление. Обеспечение либо на счетах в банках, либо в краткосрочных векселях казначейства США. А вы помните вот этот светофор красный, желтый и зеленый по рисковости? В нашем случае можно сказать, что тут желтый – счета в неизвестных банках и зеленые краткосрочные трежеря.
Но так как есть указание, что институты не панамские, а американские, которые контролируются комиссией, то конкретно в данном случае желтый можно окрасить в зеленый цвет. Добавляет уверенности факт, что отчет выпускает публичный бухгалтер Грант Тортон, зарегистрированный не на Кайманах, а в США. Да и еще заявляется на сайте, что не ссыте, меняем 1 к 1 без проблем. Тут можно вспомнить, что написано на сайте Тезера. Тезер оставляет за собой право задержать выкуп или изъятие токенов Тезер, если такая задержка вызвана неликвидностью, недоступностью или утратой каких-либо резервов, имеющихся у Тезер для обеспечения токенов Тезер. Также Тезер оставляет за собой право выкупать токены Тезер путем натурального выкупа ценных бумаг и других активов, находящихся в резервах. Ну, если мы не можем обменять, то это значит, что мы не можем обменять. Как получится. И вообще, USDC подкреплен активами, которые находятся на сохранении видных американских институтов, типа Bank of New York и BlackRock. Блин, мне кажется, что про USDC вы только и запомните это. В США, в том же США, а американские в США. Но в целом так оно и есть. В скандале замечены не были. Конвертация фантика в доллар, по сообщениям моих источников, присутствует. Курс удерживается стабильно, с мизерными отклонениями, на биржу стремятся. Да и еще куча всяких лицензий США и Британии имеют. Вот и получается, что USDC эдакий мистер прилизанный из мира стейблкоинов. Любители пасовать писю в пасть ко льву, ака криптотрейдеры, уже давно знают, что такое Binance. Для обычных же людей эта платформа стала синонимом для peer-to-peer покупок. Если вам сейчас было непонятно большинство слов, то вам пора в дом престарелых. То я вам сейчас объясню. Binance — это крупнейшая в мире криптовалютная биржа, в простонародье банан. После 24-го ее взлюбили куча релокантов за удобство покупки криптодолларов за рубли с банковской карты. Называется это peer-to-peer, то есть от чела к челу. Предатели родины, ака релоканты, возлюбили банан для получения зарплат на криптокошелек и обмена на местную валюту. И те, кто до сих пор почему-то хочет владеть долларом. Ко всему прочему, у Binance есть свой стейблкоин BUSD. И тут, ровно как и с USDC, нет никаких сенсаций. Все примерно то же самое. Производит его не сам банан, а Paxos Trust Company, которая зарегена в США. Все так же нет аудитов, есть только отчет, в котором говорится, что вот столько-то криптофантиков банана, а столько-то либо в долларах, либо в американских высоконадежных инструментах. Так что история похожая. В скандалах не замечены, регистрация в США добавляет плюсик, декларируется, что либо кэш, либо трежеря, что схоже с USDC. В общем, если говорить про три фантика USDT, BUSD и USDC, то с точки зрения надежности я бы расположил так. На первое место USDC, на второе место BUSD, а на четвертое USDT. Третьего места нет, чтобы подчеркнуть, что первые два находятся близко друг к другу и далековато от Тезера. Еще раз, я не говорю, что завтра USDT обвалится. Просто на фоне остальных двух Тезер довольно темненький тип, который курит и ругается матом. Но при этом все три очень уверенно держат привязку к $1. А дальше выбор уже за вами. Как использовать, что использовать и в какой ситуации. Универсального ответа нет. Но все эти три фантика одинаковые фундаментальные вещи. Все они централизованы, и их можно заблокировать. Но об этом мы поговорим попозже, потому что есть, правда, удивительный зверь. Это стейблкоин, обеспеченный криптой. Ну, ребята, готовьтесь. Если вы испытывали легкое покалывание недовольства, что какой-то дериватив, созданный компьютерными сычами, может стоить $1, то вот сейчас сдерживайте свой пукан. Потому что если у тех трех братцев за каждым криптофантиком стоит $1,
то тут за криптофантиком стоит криптофантик. Вы правильно поняли. Если предыдущие стейблкоины — это производная от доллара, то это производная от производной. Но не спешите сжигать под собой стул. Создатели системы подстраховались и заложили, что обеспечение криптой — это, не совсем безопасно. Поэтому заложили так, что 1 криптодоллар, который называется DAI, выдается взаймы за резерв. Например, $1,5 в эфириуме. Это пока для понимания. То есть ты приходишь... Так, нет. Тут ты вообще никуда не приходишь. Ты через смарт-контракт отдаешь под залог $150 в эфириуме, а получаешь 100 DAI. По сути, это взять взаймы 100 DAI под обеспечение $150 в чем-то. Мы вот взяли эфириум. Если через 1 минуту вы передумали, то операцию можно обратно откатить. Какой тут есть механизм защиты от обрушения? Если курс того же эфириума резко начинает падать вниз, а значит обеспечение становится ниже коэффициента 1,5, например, ваш залоговый эфир стал стоить $140, то смарт-контракт продает ваши залоговые эфиры по текущей цене. Но так как это принудительное закрытие, то тут вводится штраф. Значит, осталось у вас $140 в эфирах, из которых 100 — это обычное обеспечение сотни DAI. А ранее $50, а ныне $40 — это сверхобеспечение. Штраф равен 13% от обычного обеспечения. То есть $100 залог у вас забирают в счет изначально полученных сотни DAI. 13% от них штраф. Получается, $113 удержат. А принудительно продали вашу позицию по 140. Значит, вернуть мы сможем только $27 в эфире. Это вместо $50 сверхобеспечения. Схематично это можно представить так. Размер пузырька — это объем взятых в долг DAI. Больше пузырек — больше котлета. Оси X и Y указаны на экране. Какую зарисовку мы тут наблюдаем? Обеспеченность каждого займа ходит вверх-вниз в зависимости от стоимости эфира. И если кто-то рискнул обеспечить впритык, то есть 1 к 1,5, то его автоматически ликвидируют. Вы их видите как упавшие вниз пузырьки при пересечении линий в 150%. Если вы еще с нами, то давайте добавим немного реальности. В обеспечении DAI находится не только эфир, но и всякое разное. В большей степени известный вам мистер прилизанный USDC. Например, распределение DAI, выпущенных по разным типам обеспечения, было таким. Вы тут видите и эфир, и биткоин, и всякое остальное. И в целом все займы были переобеспечены на 78%. Или обеспечены на 178%. А когда я писал сценарий, обеспечение выглядело так. И тут же внимательный зритель скажет: так, ты же говорил, что минимум обеспечения 150%, а сейчас 138%. Что получается? Скамится? Тут мы уже идем в детали, которые, как водится, сложнее. Когда вы выбираете, чем обеспечить выданные вам DAI, то от выбора зависит процент. Если USDC, то там практически 1 к 1 по уже известной вам причине. А вот если биткоин или эфир, то требуется больше, ближе к 1,5. Вот между этими картинками вы видите, что на второй уменьшилась доля эфира и биткоина, а доля USDC и других стейблкоинов увеличилась, потому что общий процент обеспеченности уменьшился, ведь стейблкоины требуют гораздо меньший уровень сверхобеспечения. Да, дорогой зритель, я понимаю, башка может расколоться. Но я тут еще многое упускаю. Про хранителей не рассказал, про MakerDAO, но в целом я думаю, что обычному зрителю это и не надо. Поэтому суммируем. DAI — это стейблкоин для идеологических криптоадептов, потому что он не централизован. Он лучше всех олицетворяет в себе саму идею крипты. Но лично у меня он вызывает чувство дискомфорта по сравнению со всеми упомянутыми, потому что это производная на производную. И мы такое уже где-то видели, эдак в 2008. Рынок недвижимости надежен, как скала.
Хотя, опять же, но. Тут есть автоматический механизм страхования от резкого падения цены. Да и если посмотреть на исторические данные, удерживается курс 1 к 1 очень неплохо. Так что для обывателей достаточно знать, что такой вот он есть, как он обеспечен и пару деталей. Остальное, если хотите, копнете сами. Интернет у нас свободный, доступный, и как бы истерично цензура не бушевала, пытаясь заблокировать VPN, у людей все равно останется право на информацию. VPN Surfshark так вообще совершил прорыв в текущих условиях. Они подкрутили возможность оплаты в рублях через Kiwi. Помимо оплаты через Kiwi есть еще куча других плюсов. Удобный интерфейс приложения, где по одному клику вы оказываетесь в Сингапуре, США или где вы там хотите. А это значит, что у вас открывается доступ ко всем заблокированным ресурсам, которые промасленные пиджаки конкретной страны решили заблокировать, никого из граждан не спросив. Более того, вас становится сложнее отследить, а то вдруг вы находитесь в стране, где нельзя писать гадкие комментарии. Ну, например, что Си Цзиньпин Винни-Пух. Косяк многих VPN-ов, что они тормознутые, а скорость Surfshark позволяет смотреть даже Netflix. И да, на телефоне делать это неудобно. Поэтому смотрите на ноуте или на планшете, ведь оплатив подписку один раз, вы получаете его на всех своих устройствах. Еще раз. На всех своих устройствах. Минус только один. Он платный. Ну а кто вам даст такой сервис за спасибо? Но я сейчас уберу этот минус. Я вам дам не только бешеную скидку 83%, но еще и целых 3 месяца бесплатно. Просто переходите по ссылке в описании и возвращайте свое право на защищенный и свободный доступ к информации. Давайте поступим так. Если ваша голова еще способна узнать, как этому фантику удается удерживать курс стабильным и при этом переживать кровавые криптовторники, то слушайте дальше. А если хотите поскорее узнать о третьем типе, необеспеченном алгоритмическом стейбле, который в итоге реально оказался скамом, то кликайте на это время. А сейчас вам слово, Павел. Как ни странно, несмотря на то, что DAI удается весьма неплохо удерживать привязку к доллару, у него отсутствуют такие же высокоэффективные механизмы арбитража, которые есть у Tether, USDC или BUSD. Но зато у него есть механизм управления процентной ставкой. Вы же помните, что каждый DAI это по сути взятый взаймы криптодоллар, а по займам надо платить процент. Так вот, если, например, один DAI начинает стоить 90 центов вместо $1, то головная управляющая организация MakerDAO может просто поднять ставку процента, делая таким образом более выгодным погашение займа. А чтобы погасить займ, нужно купить на рынке DAI, толкая их цену вверх. И наоборот, если, например, один DAI начинает стоить 110 центов вместо $1, то MakerDAO может просто понизить процентную ставку, стимулируя таким образом взятие новых займов. Ведь можно взять, по сути, в кредит DAI и продать его за 110 центов, а возвращать займ позже, когда он будет стоить опять всего лишь $1. Соответственно, предложение новых взятых взаймы DAI будет толкать цену вниз обратно к $1. До этого момента у нас были сплошные истории успеха. Мы говорили про популярные и работающие проекты, которые смогли. Но сейчас мы поговорим о самой настоящей пирамиде, которая подпортила репутацию в глазах обывателей. Ну, потому что криптоскам называется UST. И я лично встречал людей, которые прочитали новости про криптовалютный UST подешевел в 99 раз, и они такие: ну чё, анархист криптовалютный, твоей крипте пришла пизда. Это еще одна из причин, почему мы делаем это видео, чтобы никто не путал и запомнил. Стейблкоином назовется кто, таковым является не всяк. USDT, USDC, BUSD обеспечены финансовыми активами. DAI сверхобеспечен USDC, другой криптой и хитрыми механизмами удержания цены. А UST был ничем не обеспечен. В чем, собственно, прикол? Выпускаются две монеты. Первый — это UST, который должен стоить $1. Второй — это Luna, которая стоит сколько сможет.
Между ними есть мостик перегона из одного в другое. Называется Terra. Но кому нахрен интересно, как он называется? А тут интересно вот что. Terra всегда считает, что 1 UST равен $1. И отсюда начинается наша история. Давайте пример. Допустим, Луна торгуется по $100, а UST просела до 95 центов. Тогда куча ушлых спекулянтов закупают 100 UST за $95. Меняют это на Луну, продают Луну и вуаля! Из $95 мы сделали 100, сидя на жопе, да и курс UST толкнули обратно к $1, увеличив на него спрос. Тут рождается вопрос. А откуда вообще берется стоимость самой Луны? Разработчики смогли построить вокруг Луны целую экосистему разных подававших большие надежды криптосервисов. Так что люди вкладывались в Луну в надежде, что однажды эти криптосервисы захватят мир, а владельцы Луны станут сказочно богатыми. Так еще вдобавок к этому, UST можно было положить под 19,5% годовых в депозиты. Это когда в обычное мирное время долларовые депозиты давали в районе 1%. Ну, как говорится, что могло пойти не так? Если вы вдруг не в курсе этой эпопеи, то сейчас так называемый стейблкоин UST стоит 3 цента вместо 100, и график выглядит вот так. Над неудачами стебаться просто очень. Уже произошли они когда? А ведь всего 4-5 месяцев назад было куча людей, которые уверовали в святой UST. Вот комментарии уверовальщиков вы видите на экране. Притом как обычных комментаторов, так и владельцев крупных каналов по финансам. Притом они все именно уверовали, потому что по комментам нет аргументации, а есть божественное наитие. Но мы выпуск этот делаем с тем, кто наитию не доверился. Еще 31 марта, то есть за 1 месяц до начала скама, он сделал разбор, где прямо-таки указал. Сценарий каскадного обвала UST и Луна — это отнюдь не что-то крайне маловероятное, а вполне реальный вариант развития событий. Паша, что такого ты увидел, что заставило тебя поставить крест на алгоритмическом стейблкоине? На самом деле не совсем корректно говорить о том, что я как-то особо прозорливо предсказал падение UST и Луна. Ведь я в своей статье просто пересказал те риски, которые были очевидны любым серьезным специалистам, которые разбираются в финансах и хоть немного вникли в то, что конкретно происходит внутри UST. Дело в том, что весь рост капитализации UST до примерно $20 миллиардов был обеспечен желанием людей заработать 19,5% годовых на депозитах в этих самых UST. При этом эта огромная ставка, по сути, нигде особо не зарабатывалась. Просто владельцы Луна сжигали собственные деньги и деньги инвесторов в них в то, чтобы субсидировать такую ставку. Ну и было понятно, что этот аттракцион невидимой щедрости не будет продолжаться бесконечно, и рано или поздно краник с деньгами прикрутят. И в этот момент вся эта пирамида из крипты и палок и должна была начать потихоньку разваливаться. Что, собственно, в итоге и произошло. Паша сделал этот выпуск возможным, но у него и самого есть канал на YouTube, где пропагандирует адекватное отношение не только к крипте, но и к финансам. Ссылка будет в описании. А мы сейчас перейдем к выводам, какой же стейблкоин выбрать. Ну, вот мы и рассмотрели самые популярные и ходовые стейблы, которые сейчас выступают отличной замене доллара. Ну, не все, конечно. Поделить их можно на 3 категории. Централизованные фиатные, USDT, USDC, BUSD. Это значит, что их выпускает конкретное лицо. И это также значит, что это же юрлицо может их заблокировать, например, выполняя санкционные требования. Так, например, вы сейчас видите на экране количество заблокированных адресов тезером, то есть это адреса, на которых были деньги, и их просто выключили. Вот тут сам Тезер заявляет, что заблочил 3 аккаунта с суммарным балансом 160 миллионов USDT,
по требованию правоохранителей. Блокируется очень просто, быстро и надежно. Кстати, именно поэтому централизованную криптовалюту хотят ввести центральные банки по всему миру. Если для вас вся эта информация была новая, то я голову даю на отсечение, что вы представляли всю криптовалюту темной и нерегулируемой скаминой, где разводят людей и продают органы. А тут вот централизации и блокировки. Если же такая ситуация вас, как истинного анархиста, не устраивает, то вперед к децентрализованным стейблам с криптовалютным обеспечением типа DAI. А алгоритмические стейблы без обеспечения типа Луны UST, может быть, когда-нибудь что-нибудь придумают постабильнее, но вряд ли это возможно без обеспечения хотя бы стейблкоинами типа USDC. Финальный вывод прекрасно суммируется в трилемме стейблкоинов. Это когда у тебя есть 3 параметра: децентрализация, стабильность курса и эффективность капитала, но выбрать можно только 2. Вот тут у нас находятся централизованные, а вот тут децентрализованные, а тут алгоритмические. Я бы таки добавил своего субъективного мнения, которое, конечно же, не является инвестиционной рекомендацией. Если вы новичок и вам нужно просто затариться долларом или перевести куда-то сумму, смотрите в сторону централизованных монет с реальным обеспечением. Если на срок покороче — USDT, а на срок подлиннее — USDC, BUSD. Риск же блокировки ваших активов оцениваю крайне низким. Заблокировать вас могут только в том случае, если, первое, вы попали в санкционные списки. А много у меня зрителей, повязанных с верхушкой страны. Сомневаюсь. Плюс второе. Вы храните деньги не на собственном кошельке, а на бирже, где идентифицированы по паспорту. В этом случае у нас есть видео на тему, как создать свой кошелек, по которому идентификация сильно затрудняется. Все остальное либо для спекулянтов, либо для матерых финансистов-математиков, либо для криптоанархистов. Что еще сказать? В стейблкоинах, как и везде, идеального решения на все задачи просто не существует. Определите свою задачу, выберите подходящий вариант и вперед. Или не выбирайте, а перешлите это видео, чтобы отговорить соседа от игрушки дьявола. А мы увидимся на следующей встрече. Yeah.